Всем привет! Продолжаем тему Китая. Сегодня будем говорить про новинку Oppo F7, как его называют, селфи-фон. Но смотреть будем не только на камеру, а в целом на пригодность. Стоит покупать или не стоит, и все в этом духе. Сразу хотелось бы отметить, что у нас необычная версия в черном цвете. Если внимательно посмотреть или просто на свет повернуть, можно заметить, что здесь вот такой классный алмазный узор. Но обо всем по порядку. Для начала распаковка. Все коробки идут одинаковые, с красным телефоном на них. Пугаться не стоит, так как внутри у нас черная версия. На нее посмотрим чуть позже. Под телефоном конверт, в нем инструкции и силиконовый прозрачный чехол, а также скрепка для извлечения лотка. Остались в коробке наушники под 3,5 мм. Это не затычки, а вкладыши, что-то напоминают. Дальше блок питания с USB-A, на выходе 2 ампера. И, наконец, USB Type... Так, это micro-USB. Ну окей. Не раз уже заходил про этот разговор. Некуда их девать в Китае. Кстати, у Oppo есть своя фирменная технология быстрой зарядки под названием SuperVOOC Flash Charge, но F7 ее, к сожалению, не поддерживает. Впрочем, VOOC — это в первую очередь решение для флагманской R-серии, в то время как F-ки оснащают передовыми селфи-технологиями. Скажем сразу про один трепетный момент. Вырез над экраном. Мы это обсуждаем уже в который раз, и в этот раз мы не будем ругать это или хвалить. У вас есть собственное мнение. Кому-то это просто нравится, а кому-то не нравится. На этом все. И традиционно для всех смартфонов, кроме iPhone 10, в челке находится разговорный динамик, пара датчиков и фронтальная камера на 25 мегапикселей, между прочим, но об этом позже. А еще можно закреплять приложение. 6 и 23-дюймовый дисплей получил матрицу LTPS, это IPS тот же, разрешение 1080 на 2280 точек, соотношение сторон 19 к 9 и защитное стекло Gorilla Glass 5-го поколения, прикрытое пленкой из коробки. Пленка, кстати, хорошая, с олеофобкой. IPS-матрица лишает устройства функции Always On, но зато дарит умеренную цветопередачу. Некоторым эта цветопередача в Oppo F7 может показаться холодной, однако ситуацию всегда можно исправить в настройках дисплея. Любители помногу читать на смартфоне оценят плотность пикселей в 405 ppi. Текст выглядит резко и четко. На дисплее тут явно экономить не стали, он хороший. Корпус пластиковый, а если быть точным, то это полимолекулярный полимерный композит, оказывается. Не узнал об этом, пока не начал писать текст. Думал, что это металл и стекло с интересным переливом. Как бы то ни было, положительные моменты в пластиковых корпусах все же есть. Будучи лопатой с 6-дюймовым дисплеем, Oppo F7 умудряется весить всего 158 граммов. От сборки переходим к эргономике. Качелька регулировки громкости разделена на две клавиши, расположенные на правой грани, в то время как кнопка питания находится на левой. Как обычно, это удобно. На верхнем торце нет ничего, а на нижнем 3,5 мм аудиовыход, динамик и разъем micro-USB вместо уже привычного для многих Type-C. Хотя micro-USB более распространен, да и зарядку проще найти, если забыл свою дома. Главной фишкой этого устройства остается 25-мегапиксельная камера. Сюда умудрились запихнуть сенсор от Sony IMX576 с режимом Beauty 2.0. Будем откровенны, все это для девочек, и это неплохо, но лично для себя я бы отметил другие важные моменты. Во-первых, здесь есть разблокировка по лицу, и работает она очень быстро. Плюс здесь есть быстрый сканер отпечатков пальцев, и обе функции работают вместе, но Face Unlock реально классный. Не знаю, сколько миллисекунд телефону нужно для разблокировки, но работает это просто молниеносно. Вторая важная особенность — новейший чип Helio P60 от Mediatek, и серия P давно себя зарекомендовала как одно из лучших решений для среднебюджетных смартфонов, а F7 стал одним из первых в мире смартфонов на новом процессоре. Ну и третья — операционная система. Я не собираюсь хвалить оболочку, все-таки она такая китайская, но вот то, что здесь уже Android 8.1, очень похвально. Надстройка также есть, это ColorOS 5.0, как и любая другая китайская оболочка, она имеет фирменный стиль, свои иконки и полностью переделанные элементы системы. Очень хорошо, что в настройках можно выставить 5 иконок в ряд, но в целом стандартный лаунчер не самый удобный. Потом выяснилось, что нет возможности изменять масштаб системы, только размер шрифта. Здесь, конечно, можно было бы расстроиться, но при смене лаунчера это действительно неплохая оболочка. Здесь много полезных фишек. Прежде всего, это ряд опций для удобной работы с безрамочным дисплеем. Можно оставить стандартные кнопки Android, но можно и к свайпам перейти. И вот здесь похвалю. Лучшая реализация свайпов среди всех китайских оболочек. Вариантов управления много, но самый удобный выглядит так. 3 коротких и тонких полоски снизу, которые дублируют функции стандартных кнопок Android. Свайп по центру домой, слева назад, справа многозадачный
многозадачность. Реально это очень удобно. Дальше. Есть полноэкранная многозадачность, когда в панели уведомлений по краям от выреза прячутся иконки приложений и различных параметров. Ну и, наконец, функция Assistive Ball. Круговое меню с ярлыками различных действий, как создание скриншота или блокировка экрана. Не обошлось и без искусственного интеллекта. В ColorOS 5.0 ИИ умеет распознавать объекты на фото, тем самым обеспечивая быстрый поиск фотографий по тегам, как в Google Фото. Кроме того, ИИ может выбрать среди нескольких похожих снимков наилучший. Остальные фотографии будет предложено удалить. Вот таких мелочей по системе полно. Что там с камерами? Учитывая, что это все-таки селфи-фон, то и камеру установили сюда стоящую. Давайте сразу к результату. Да, это действительно фотография на переднюю камеру, и сложно после такого сомневаться в возможностях смартфона. Фронталка в OP-F7 на 25 мегапикселей с аппаратным HDR-сенсором, который расширяет возможности стандартной технологии HDR, однозначно одна из лучших на рынке, если вообще не лучшая фронтальная камера. Что умеет? Для девушек и нарциссов предусмотрена возможность улучшать свое лицо, избавляясь от прыщей, складок и даже чуть румяны можно сверху добавить. Можно также использовать стикеры дополненной реальности, разных там медведей, кроликов. Все это очень популярно в Китае, но наши дамы такое любят, по крайней мере, такое часто вижу в сторис в Инстаграм. Видать, Oppo для подобных задач сделали идеальный смартфон. Ну и правильно, они сами заявляют, что камера распознает 296 точек на лице, определяя пол, возраст, тон кожи и тип кожи, и совершенствует селфи с учетом индивидуальных особенностей внешности. Цитата. Есть и много других функций, например, панорама или запись таймлэпс. В общем, странно такое говорить, но фанаты себяшек камеру должны оценить по достоинству. Переходим к основному модулю. Здесь ничего необычного. 16 мегапикселей, диафрагма 1.8, видео Full HD. Днем можно получить хорошие результаты, вечером такое. В общем, на селфи-камеру тут упор. Что осталось? Автономность. Батарея на 3400 мАч вытягивает смартфон целый день, экрана на 4-5 часов хватает, что в принципе неплохо. Быстрой зарядки нет. На что еще можно обратить внимание? Не гибридный слот. Сюда вставляется не только две карточки nano-SIM, но и microSD вместе. Такое сейчас редкость. Продается смартфон в трех цветах: в черном, красном и серебряном. Но, как вы понимаете, вот этот алмазный цвет, он самый выигрышный. И все три цвета будут доступны в России. А теперь к итогам. Для начала ColorOS. Как и любая китайская оболочка, она на любителя. Но было приятно видеть, что здесь много полезных вещей. Если заменить лаунчер, то и претензий в принципе не остается. Ну да, не хватает масштабирования системы. Это есть. Камень от Mediatek также порадовал своими технологиями и энергоэффективностью, наличие двух слотов для сим-карты и microSD одновременно, Android 8.1, ну и, конечно, космическая камера. Она даже не в плане фото больше удивила, а быстрая разблокировка по лицу работает идеально и молниеносно. Хотя к фотографиям тоже никаких претензий. Для самолюбования и любителей селфи, наверное, один из лучших вариантов на российском рынке сегодня. Собственно, все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк этому видео, обязательно колокольчик. Не забывайте смотреть свежие выпуски, потому что стараемся для вас выпускать все самое новое и вовремя. А я даже не знаю, что сказать. А вы любите селфи? А какое селфи вы любите? Спасибо.